будем прославлять нашего Господа. Наш Бог достоин славы. Аминь. Знаете, есть огромная благодать приходить вовремя. Знаете, то, что Бог, Он Бог порядка. Аминь. И мы будем начинать наше служение теперь вовремя. И будем начинать прославлять нашего Господа. Аминь. Еще больше славы. Воздай еще Ему славу. Аллилуйя! Наш Бог Царь, аминь. Аллилуйя.
слава, слава. Аллилуйя, Он царь, Он царь. Божьи дети, пойте слава, слава. Аллилуйя, Он царь, Он царь. Божьи дети, пойте слава, слава. Аллилуйя, Он царь, Он царь. Божьи дети, пойте слава, слава. Аллилуйя, Он царь. Все поднебесье трепещет, наш прославляется Бог. Сила тьмы отступила, не унять ей этих слов. Божьи дети, пойте слава, слава. Аллилуйя, Он царь, Он царь. Божьи дети, пойте слава, слава. Аллилуйя, Он царь, Он царь. Божьи дети, пойте слава, слава. Аллилуйя, Он царь, Он царь. Божьи дети, пойте слава, слава. Аллилуйя, Он царь. Аллилуйя. Наш Бог царь, аминь. Ты достоин наш Господь. Ты прославлен наш Господь. Ты прославлен, о, ты глорифицирован. Никогда я увижу Тебя, благодати явишь мне, все величие небес унесет страхи все объемлющий Твой свет. Буду я в Твоей любви, вечно там в свободе жить, там, где город золотой, и в присутствии Твоем все творение лишь Тебе хвалу поет. Нет плача, страданий нет, нет боли, ведь я сейчас в Твоих руках. Нет тьмы там, болезней нет, нет страха, ведь я сейчас в Твоих руках. Я в Твоих руках, Господь, Ты держишь меня. Жизнь пройду я с Тобой через радость и боль. Бог меня не подведет, знаю, славный день придет. Твое имя там века не устанет прославлять. Ради этой славы я буду верить до конца. Без насилия и войн, мирно там живут с Тобой. Все творение лишь Тебе хвалу поет. Нет плача,
держишь нас, Отец. Сердцем всем своим буду вечности Богу славу воздавать. Сердцем всем своим буду вечности Богу славу воздавать. Нет плача, страданий, нет боли, ведь я сейчас в Твоих руках. Нет смыта, болезней нет страха, ведь я сейчас в Твоих руках. Ты достоин, Бог, Ты Господь всего, Ты прославлен наш Господь. Нет таких, как Ты, нет таких, как Ты, наш Бог. Ты достоин, Бог наш. Ты никогда не подведешь, наш Бог. Ты верный Бог. Я верю, что никогда мой Бог не предаст меня. Его любви навеки я не поколеблюсь, я не поколеблюсь. Я верю, что никогда мой Бог не предаст меня. Его любви навеки я не поколеблюсь, я не поколеблюсь, не поколеблюсь я. Ой, наш Господь, пускай сильнее боль, я буду вновь стоять. И даже если враг меня будет окружать, я не поколеблюсь, я не поколеблюсь, я не поколеблюсь. И даже в час, когда сгустится тьма, не убоюсь, не поколеблюсь я. Придет надежда в сердце, как рассвет. Наш Бог за нас, Он все преодолел. Я верю, что никогда мой Бог не предаст меня. Его любви навеки я не поколеблюсь.
падут все враги, ведь наш Бог сильнее, Он всемогущий. К Нему взываем, приди, нет имени выше, с Ним мы все сможем. Пред Ним падут все враги, ведь наш Бог сильнее, Он всемогущий. К Нему взываем, приди, нет имени выше, с Ним мы все сможем. Пред Ним падут все враги, пред Ним падут все враги, ведь наш Бог сильнее, Он всемогущий. К Нему взываем, приди, нет имени выше, с Ним мы все сможем. Верю, что никогда мой Бог не предаст меня, Его любви навеки я не поколеблюсь, я не поколеблюсь. Я верю, что никогда мой Бог не предаст меня, Его любви навеки я не поколеблюсь, я не поколеблюсь. О, не поколеблюсь я. Пускай сильнее бой, я буду вновь стоять. И даже если враг меня будет окружать, я не поколеблюсь, я не поколеблюсь, я не поколеблюсь, не поколеблюсь я. Твоя любовь в нас, Ты верный Бог, Ты неизменный Бог. Lay the Lord a song. Пред Тобой преклонится всякое колено. Пускай сильнее бой, я буду вновь стоять. И даже если враг меня будет окружать, я не поколеблюсь, я не поколеблюсь, я не поколеблюсь. И даже в час, когда сгустится тьма, не убоюсь, не поколеблюсь я. Придет надежда в сердце, как рассвет. Наш Бог за нас, Он все преодолел. Я верю, что
то, что Ты сейчас здесь, Господь, за то, что Твой огонь святой, Он на этом месте, Бог. Яви, Господь, свою славу здесь. Яви, Господь, свою славу здесь, наш Бог. Если вдруг предо мной стены встают горой, Ты не подводишь никогда. Знаю, придет ответ, Ты дал победу. Ты не подводишь никогда. Что обещал, знаю, исполнишь Ты, верный Бог. Я в Твоих руках, я убежден, что Ты не подведешь меня. Ты не подведешь меня. О-о-о. Знаю, проходит ночь, Слово Твое верно, вновь буду петь хвалу Тебе. В Твоих руках, Иисус, душу хранишь мою, вновь буду петь хвалу Тебе. Что обещал, знаю, исполнишь Ты, Ты верный Бог. Я в Твоих руках, я убежден, что Ты не подведешь. Что обещал, знаю, исполнишь Ты, Ты верный Бог. Я в Твоих руках, я убежден, что Ты не подведешь меня. Ты не подведешь. Ты не подведешь меня, Господь. Я видел Бог, Ты двигал горы, я верю вновь, Ты сотворишь чудеса, Ты проложил дорогу в море, я верю вновь, Ты сотворишь чудеса. Я видел Бог, Ты двигал горы, я верю вновь, Ты сотворишь чудеса, Ты проложил
сотворишь чудеса. Ты проложил дорогу в море, я верю вновь. Ты сотворишь чудеса, я видел боль. Ты двигал горы, я верю вновь. Ты сотворишь чудеса, ты проложил дорогу в море, я верю вновь. Ты сотворишь чудеса. Ты сотворишь чудеса. Ты сотворишь чудеса. Ты сотворишь чудеса. Мы ожидаем Тебя, Господь. Мы ожидаем Тебя, Бог наш. О, приди, Господь, приди, наш Бог. Иешуа, Иешуа, о. Мы ожидаем Тебя, наш Бог. Яви себя, о, Приходи ко мне, Господь мой возлюбленный. Ждет тебя твоя невеста. Церковь ждет тебя, приди. Приходи ко мне, Господь мой возлюбленный. Ждет тебя твоя невеста. Церковь ждет тебя, приди. Иешуа,
свою славу, Боже. Пусть Дух Твой, Он явит свою славу здесь, Господь. Мы поклоняемся Тебе, мы славим Тебя, Бог наш. Нет другого Бога, нет другого Бога. Вся слава только Тебе, Господь. Святый Бог, святый Бог, Бог, который победил смерть, победил грех, который снял цепи, который разрушил цепи. И теперь мы свободны. Святый Бог, Спаситель, Спаситель. Слава Тебе, Господь наш. Аллилуйя. Воздай Господу славу. Наш Бог достоин всей славы. Аминь. И давайте мы сейчас поприветствуем Кент Хегген. Он будет сегодня делиться с нами словом. Давайте мы поприветствуем его. Давайте мы еще поприветствуем. Давайте мы сядем чуть ближе, вперед. Не садитесь на задние ряды, садитесь ближе. Добрый вечер. Слава Богу, слава Богу. Why don't you go ahead and read the text? Okay? Read it all the way through. So I am going to ask Pastor Simon to read the text for tonight. И я попрошу пастора Симона прочитать место Писания на сегодняшний вечер. It's from Romans chapter 12, verses 9 through 18. Это из послания к римлянам в 12 главе с 9 стиха по 18. Римлянам 12 глава с 9 стиха по 18. Библия говорит следующее. «Любовь да будет непритворна. Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте. В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите. Утешайтесь надеждой, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны. В нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о страноприемстве. Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте. Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими между собой. Не высокомудрствуйте, но последуйте смирением. Не мечтайте о себе, никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром пред всеми человеками. Если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Amen. Аминь. Amen. So my name is Kent. Меня зовут Кент. I know it's a funny name in Russian, Я знаю, что это такое смешное имя на русском, but at least it's a friendly name. но я думаю, что это такое дружеское такое имя. And this is the third year that I've come to teach at the Bible school. И это третий год подряд, когда я приезжаю преподавать в библейском колледже. And each year that I get older, the students get younger. И каждый год я становлюсь старше, а студенты становятся моложе с каждым годом. I mean, these students are so young. И эти студенты, они настолько молоды. I have T-shirts that are older than most of the students in my class. T-shirts, футболки. У меня есть футболки, которые намного старше, чем некоторые студенты, которые в классе. And I've been a teacher, I've been a pastor and a teacher my whole life.
И я был пастором и учителем почти всю свою жизнь. But this group of students were so full of life and full of energy. Но эта группа студентов, они настолько наполнены жизнью, энергией. I loved it. И мне это нравится. I loved being with them. You know, there are a number of things that I miss about being that age, about being younger. И есть много вещей, о чем я жалею, то, чего у меня не было, когда я был в таком возрасте. I used to run faster. Когда я был в подобном возрасте, я мог бегать побыстрее. I used to be able to jump higher. Я мог прыгнуть выше. I used to have hair. И волосы у меня были. Yeah, there are a lot of things that I miss about being young. Есть некоторые вещи, о чем я скучаю теперь. Okay, so those of you who are young, you could say amen to that А if те you want. из вас, кто молод, скажите аминь на это. Yeah, I mean, you like being young, right? Вам нравится быть молодым? But I have to say, there you go. But I have to say there are some things I don't miss about being young. Но я могу также сказать, что есть некоторые вещи, о чем я не скучаю. And you know one thing I do not miss about being young? То есть нечто, о чем я не скучаю вообще, да, если говоря о молодости. I don't really miss being told what to do by other people. И я не особо как-то скучаю от того, что меня теперь уже никто меня не говорит, что нужно делать. I don't think you like being told what to do by other people. Я не думаю, что вам нравится, когда вам все время говорят, что нужно делать. In fact, извините, я забыл ваше имя. Йоша? He told you to move forward. You didn't even do it. Леша сказал вам, сядьте поближе, а вы даже не подвинулись. Yeah, people don't want to be told what to do. Людям обычно не нравится, чтобы им говорили, что делать. When I was younger, teachers told me to stand up, to sit down. Когда я был моложе, учителя говорили мне вставать, садиться, They told me to write this and read that. писать это, читать то. They told me, don't run and then run. Они говорили, что не надо бегать, потом говорили, что бегите. And then my mom was always telling me what to do. И всегда мама моя говорила мне, что надлежит делать. Telling me to clean that up or Говорила, например, что нужно там убираться put that away or и что-то убрать в другое место. do that, Делать то. Now I'm a grown up. I don't have to do anything anybody А says. теперь-то я уже большой, я вырос, короче, мне не надо делать то, что другие говорят. And I can only say that because my wife is in America right Я now. это могу говорить, потому что моя жена сейчас в Америке. Because and in fact, И по сути, we're all, no matter how old you are, you're being told what to do by somebody. и не важно, сколько тебе лет, но все равно будет кто-то, кто будет тебе говорить, что нужно And делать. sometimes we don't want to do that. И иногда нам это не хочется делать. But sometimes it's a good idea what No. people tell us to do. Но иногда это может быть хорошая идея, когда другие люди говорят нам, что делать. For example, when you're driving Например, когда ты водишь машину, and the light says stop, и светофор говорит тебе «остановись», it's not asking you to stop. он не спрашивает тебя, не просит тебя остановиться. It's not suggesting you stop. Он не предлагает тебе остановиться. It's telling you stop. Он говорит тебе прямо сейчас «остановись». And it's a good idea. И это хорошая идея. Now, I'm going to explain, just imagine, let's put on our, Просто включите свое воображение, просто представьте себе. okay, so imagine you're walking on a mountain. Представьте себе, что вы на горе, And you're walking with your friends on this high mountain. и вы пытаетесь как-то подняться на эту гору, высокую гору. And this is the edge of the mountain here. И здесь какой-то край, And you're walking along the trail with your friends. и вы проходите рядышком вместе со своими друзьями. And you're not looking because you're talking about, something really important, И something так как вы говорите о чем-то очень важном, ты не обращаешь внимания. you saw on Instagram. И что-нибудь, то, что ты увидел в Инстаграме, внимание, по сути, соскользнулся, и ты начинаешь падать. And it's a long, long way down. И туда внизу очень далеко. But down there a ways, there's a tree growing out of the side of the mountain. А на твоем пути, когда ты начинаешь скатываться, есть дерево. And you're in an absolute panic. You have no idea what to do. You're just И falling. ты паникуешь, ты не знаешь, что делать. And the person, your friend at the top, looks down to you and says, И твой друг, который рядом с тобой, смотрит на тебя и говорит: grab that tree. ухватись за это дерево. Again, they didn't say, hey, you might think about
grabbing the tree. И, конечно же, он тебе не говорит, но подумай, может быть, ты будешь держаться за этим деревом. Or it would be okay with me if you grabbed the Но tree. будет хорошо для меня, если ты ухватишься за этим деревом. No, in those situations, what we use a form of verb that's called the imperative. It's a command. В подобных ситуациях мы используем форму, которая называется императив, то есть это повеление. We don't use imperatives all the time, Мы не используем императив все время, but we use them when they're needed. но мы это используем, когда это нужно и необходимо. So we say, grab that tree. И друг говорит, ухватись за этим деревом. So you, and you grab the tree. И ты как-то ухватился за этим деревом. But you're still just hanging there. You're still just hanging there on the cliff. You're still just hanging on. Ага, и ты все еще висишь там. And so the next thing they say is, keep a hold of the tree. И следующее, что они тебе могут сказать, продолжай держаться за этим деревом. Grasp the tree. Просто обними и ухватись за этим деревом крепко. Again, it's not a suggestion. It's a command. Do that. Еще раз, это не предложение, это как повеление. Hold on to Делай that это. tree. Извините, пожалуйста. Hold on to that tree until we come to get you. Держись, прилепись к этому дереву до того момента, когда мы не подойдем и не поможем тебе. What are you going to do? Что ты будешь делать, если ты оказался в подобной ситуации? This is not a trick question. Ну, это не такой уже смешной вопрос. What are you going to do if you're hanging onto the tree? Что ты будешь делать, если ты ухватился за этим деревом? Да, спрашивай. What is that? What's that? Oh, she gave the right answer. Yeah, you're going to hold on to the tree. Вы будете продолжаться ухватываться, держаться за этим деревом. And you're not going to say, I wish that person would quit yelling at me. И ты в подобной ситуации ты не будешь рассуждать, о, я хотел бы, чтобы этот человек вообще подошел ко мне там, и так далее. I wish that person would quit telling me what to do. О, я хотел бы, чтобы этот человек не говорил мне, что делать. You're going to hold on Ты будешь прилепляться, ты будешь держаться крепко. because you know it's a good idea. Потому что ты понимаешь, ты знаешь, что это хорошая идея. You know that your friend has your best interest in mind. И ты знаешь, что друг твой, который говорит тебе в этот момент, он на самом деле в своем уме, в своем сердце заботится о тебе. In the first part of this passage, И в первой части этого текста, который мы прочитали, it says, Paul says specifically, to cling on to or to grasp what is good. Павел, 9 стих, пожалуйста, говорит о том, что мы могли, используется слово, прилепляться к тому, что доброе, прилепиться к добру. Hold on to what is good. Прилепитесь к добру. Don't let go. То есть не отпускайте то, что доброе. Hold on to it like it's that tree on the То edge есть of the mountain. подобно этому дереву, то ухватись и прилепись к этому доброму. So then the question is, well, what is good? И тогда возникает вопрос, а что есть доброе, что такое добро? And I want to make the argument tonight that what's good is love. И мой аргумент сегодня вечером, то, что есть добро, добро это любовь. You see, that's what this passage really is about. И вы видите, это на самом деле об этом это место Писания говорит. So let's talk a little bit about love. Поэтому немного поговорим о любви. This morning, as I was driving, I wasn't driving, but as I was riding from where I'm staying to here, Сегодня утром, когда меня везли на машине от того места, где я живу, до этого места сюда, by the way, you live in a really crazy city. и, между прочим, вы живете в очень вообще интересном городе. This city is like a snake. Сумасшедшем городе. It's like a snake coiled up around a river. И это как змея, как будто, значит, вокруг. No, по реке. it's not like that. Но не это. It's like 1,000 snakes coiled around the river. Это как тысячи змей, которые там пытаются там по реке There's двигаться. all these roads. И есть все возможные дороги. And it's like a video game. It's like Это как игра, видеоигра там. I mean, there's these huge holes in the roads. И такие ямы большие на дороге. And you've got to maneuver around all these roads И нужно так ехать, короче, как будто обходить эти все ямы. while going as fast as is humanly possible. И при этом ты ездишь как можно быстрее, как только ты можешь. At least that's the people who drive me. That's how they drive.
Но хотя бы те люди, которые меня водят, вот они так водят машины. So every time I go back and forth, it seems like we go a different route. I don't know what. И каждый раз, когда мы едем туда-сюда, там и так далее. So today I was coming, И сегодня мы ехали. and I looked up and I was thinking about you. И я смотрел вокруг, и я думал о I вас. was thinking about being here tonight, И я думал о сегодняшнем and I вечере. saw a big billboard. И я увидел большой бигборд, да, такой, рекламный щит. And on the billboard it said, А на этом билборде написано Любовь. «Любовь». Что это? Что это? Это все. And then it said, talk to your children. И ниже было написано, что расскажи об этом своим детям. Have you seen these billboards? Вы видели такой билборд по городу, так и подобный? And they say other things too. What else do they say? They say love. What else do they say? И что-то еще другое говорят, что какое слово еще используют на другие билборды? Hope. Hope, Еще? Joy. joy. Friendship. Who put these billboards up? А кто вообще эту рекламу делает? Кто эти билборды поставил? I'd like to give them a hug. I'd like to give them a hug. А я хотел бы обнять этих людей, которые это все сделали. So I'm looking at this thing, and I know that I want to talk about love tonight. And И я смотрю на этот знак, я знал, что я буду говорить о любви сегодня вечером. here's a big billboard that такой says to talk about that. Большой билборд, который говорит, расскажи об этом своим детям. And so that's what we're going to talk about. И так что именно об этом мы будем говорить. Maybe God put them up. Maybe God put them up. Может быть, это Бог как бы поднял, поставил эти билборды. It was either God or the government. One of the two. Или Бог, или правительство. I want you to think about who God is, about love. We're going to talk about love. И я хотел бы, чтобы мы могли подумать, кто есть Бог, мы будем говорить о любви. And I see some of my students are here now from the class, and so I want you to think logically here. Follow my logic. Я вижу, некоторые из студентов здесь находятся. Я хотел бы, чтобы мы могли с вами мыслить логично или логически, последуючи за моей логикой. Okay, remember the question is, what is love? И запомните, что вопрос такой, что а что есть любовь? Because we're looking at the statement to hold on to what is good. И потому что мы обращаем внимание на то предложение, заявление предложения, что прилепляйтесь к добру. And so if the good is love, И если добро или то, что доброе, это любовь, and we're holding on to love, и мы хотим прилепиться к любви, then the question is, how do we do that? а вопрос тогда должен быть, как мы этого можем достичь, как мы это можем делать. Are you still with me? Вы со мной все еще? Someone say da. Кто-нибудь сказал да. Okay, are you following me? Вы следуете за мною? Is it too confusing? Should I slow down? Или меня просто присесть, потому что это смущает вас? A little bit. Okay. Немного, да? All right. So let's keep watching me. Продолжать, пожалуйста, наблюдать или смотреть на меня. In 1 John, we read that it says we're told God is love. В первом послании Иоанна мы читаем, что написано «Бог есть любовь». So what does John say? Что Иоанн говорит? God is love. They're so quiet. Они такие тихие. Спасибо. Бог есть любовь. That's what we see. God is love. Then in Это то, что мы видим. Бог есть любовь. Then in Colossians, we're told that the Son, that is Jesus, is the image of the invisible God. И в Колоссянам 1 глава 15 стих написано, что Сын, который есть Иисус, есть образ невидимого Бога. So, what does John say about God? Что Иоанн говорит о Боге? Бог есть любовь. God is love, and Jesus is the visible expression of God. So Jesus is the visible expression of love. И написано, что Иисус есть видимое выражение Бога, соответственно, Иисус есть видимое выражение любви. Okay, you followed me? Вы следуете за мной? You still with me? Вы все еще со мной? Okay, great. All right. Так, There хорошо. will be a test at the end of this, by the way. И в конце будет тест, между прочим, так что. Then we're told that we are to be imitators of Christ, that we are to be ambassadors of Christ, that we are to imitate Jesus in this world. И также Библия говорит, что мы должны подражать Христу, мы должны уподобляться Христу в этом мире.
So if God is love and Jesus is the visible expression of love, Если Бог есть любовь и Иисус есть видимое выражение любви, and we're to imitate Jesus, и мы должны подражать Иисусу, and Paul in 1 Corinthians says that love is more important than faith or hope, but love is really important. и Павел в 1 Коринфянам говорит о том, что вера намного важнее, чем другие вещи. То есть на самом деле любовь, вернее, намного важнее, чем вера и другие вещи. Amen. If we're supposed to imitate God and we're supposed to show that we are love, the question then is, how do we do that То есть, specifically? еще раз, если мы должны подражать Христу, то есть быть выражением любви, и тогда возникает вопрос, как мы это можем делать практически. Because you can read the Bible, and you should read the Bible, Потому что вы можете читать Библию, и вы должны читать Библию, and it can be inspirational for you. и это может вдохновлять вас, It can make you feel good. это может делать так, что будете себя It чувствовать can хорошо, make you want to love God more. и читая Библию, это может привести вас к тому, что вы захотите любить Бога больше. But the Bible is also a practical instruction manual in how to live. Но Библия это также практическая инструкция по тому, как нам надлежит жить. Because we are to live a life of love. Потому что мы должны жить жизнью любви. And that doesn't come naturally to most of us, to many of И us. просто так естественно у большинства людей это не происходит. Просто естественно. Because love is about having the best interest of the other person in mind. Потому что, говоря о любви, это значит, что в своем уме мы больше заинтересованы в другом человеке. And unfortunately, В лучшем для другого человека. naturally, most of us care more about our interest than other people's interests. Но, естественно, большинство из нас, мы больше заботимся о своих интересах, нежели об интересах других людей. But the Bible says Но that Библия говорит, this is what love looks like, вот на что любовь похожа. that it was while we were yet sinners that Christ died for us. Библия говорит, что когда мы были еще грешниками, Христос умер за нас. So what does it look like to love? То есть на что похоже вообще любить, любовь? First of all, when we talk about love, we're not talking about an emotion. И прежде всего, когда мы говорим о любви, мы не говорим об эмоции. Now, there is emotion attached to love, Конечно, есть эмоциональная сторона любви, and it, we can feel really good. и мы можем чувствовать это на самом деле хорошо. But love is more essentially a choice, a decision, and an action. Но любовь это больше всего решение, это больше всего действие. Love is something we decide to do. Любовь это нечто, что мы решаем делать. Love is something that we are intentional about. Любовь это нечто, что мы намеренно делаем. And it's possible to practice it. И это возможно, это практиковать на деле. So, when I was Итак, younger, когда я был моложе, when I was about your age, когда я был примерно в вашем возрасте, I was an athlete. я был атлетом. Amazing, huh? Удивительно, да? Hard to imagine. But Трудно представить себе, но I played American football. и я играл американский футбол. And American football is very confusing. И американский футбол очень такой, запутанный, скажем так. You wear these weird clothes, and Они одевают вот такие странные you have to одежды. stand a certain way, and so forth. Нужно стоять определенным образом и так далее. There's a lot of movements in American football that are not natural or normal movements. Есть много таких движений, когда ты играешь в американском футболе, эти движения, они неестественные движения. So you have to be taught how to do it, И тебе нужно, чтобы тебе сказали об этом или научили тебя этому, and then you practice it. и потом ты должен практиковать, Over как and двигаться over and таким over. образом, то есть больше и больше и больше. Until your muscles remember what to do. До тех пор, пока твои мысли не запомнят, что нужно делать. Because in the game, you don't have enough time for your brain to remember some of these Потому things. что в самой игре у тебя не будет достаточно времени, чтобы твой мозг мог запомнить что-то. То есть Kind of like- до автоматизма нужно довести. It's kind of like watching, who was it that just made that amazing goal the other day? That unbelievable goal. It wasn't Ibrahimovic. Who was it? Мухаммед Салах. Yeah. The bicycle kick?
Remember, was that? No, that was before that. Oh, never mind. Окей. Okay. So just imagine. So anyway, to do that, you have to practice it over and over and over. Окей, представьте себе, для того, чтобы это делать, ну, нужно практиковать, нужно упражняться и упражняться. And I want to tell you that being good at being loving is so much more important than being good at football. И я хочу вам сказать, что, знаете, быть хорошим вообще в любви, это намного важнее, чем быть хорошим футболистом. So it needs to be practiced, it needs to be intentional, and it needs to be a decision that you И make. соответственно, то есть мы должны упражняться в этом, это должно быть наше волевое решение, мы должны делать намеренно. Now, this passage that we were looking at out of Romans chapter 12, И этот отрывок, который мы рассматриваем из Римлянам 12 глава, I have some bad news about it. и у меня есть некоторые плохие новости об этом. It's filled with imperative verbs. Этот отрывок, он наполнен глаголами в форме императива. There's a lot of telling you what to do. Тут много заповедей, да, много повелений, говорится, что нужно делать. But it's not so much telling you what to do like pick up your room or clean up your room. И это не настолько такие вещи, как, например, что там приведи в порядок свою комнату, там уберись в комнате. It's more about holding on to that branch. Но это больше такие повеления здесь, что прилепись к этому дереву, к этой ветке. Cling on to what is good. И прилепись к тому, что доброе. And here's how you do it. И вот как вы это делаете. Number one, first your love has to be sincere. Первое, твоя любовь должна быть искренняя, то есть не притворно, искренняя. You can't fake love. Ты не можешь просто притворяться вообще. This doesn't mean that you have to feel necessarily loving, but you have to be intentional about loving. Это не означает, что ты должен всегда чувствовать, что ты любишь, но нужно намеренно поступать в любви. There is a famous Christian author, Clive Lewis, C.S. Lewis. Есть известный христианский автор Клайв Льюис. And he said, you know, as Christians, we are commanded to love one another. И он сказал, что как христиане мы имеем повеление любить друг друга. Okay, so you're commanded to love other people. И то есть вам повелено, нам повелено любить других людей. Okay, look around this room. Turn around and look at everybody in the room. Попробуйте, повернитесь, посмотрите на кого-то рядом с вами. Okay? Would you agree that some people are easier to love than others? И вы согласны, что некоторых людей легко любить? Вы замечаете это по жизни? Sometimes it takes work. Иногда требуется много труда. What Clive Lewis said И Клайв Льюис говорит, is that if you don't love somebody, you treat them as if you did love them until you do. если ты кого-то не любишь, обращайся с этим человеком так, как бы ты его любил до тех пор, пока ты не полюбишь его. You don't wait till you feel like you love Не them. надо ждать, пока ты почувствуешь, что ты любишь этого человека. Jesus didn't wait till he felt like he loved us. He loved us and died on the cross for И us. Иисус не ждал, пока он будет чувствовать, что он нас любит. Он любил нас, и он умер на кресте за нас. So love has to be sincere. То есть любовь должна быть искренняя. Then we're told to hate what is evil. Hate what is evil. И также мы должны ненавидеть то, что ненавидит зло. Now, the word hate is a really strong word. И вот это слово ненависть, это или ненавидеть, это очень сильное слово. And we tend to think that, you know, God would not use a word like that. И мы обычно думаем, что Господь не будет использовать подобные слова. But we're to hate that which is evil, and the evil is the opposite of God. So we hate that which is То есть мы ungodly. должны отвращаться зла или ненавидеть зло, а зло это обратно, это то, что противоположное добро. And it doesn't say hate who is evil, but what is evil. И не сказано, что того, кто злого, да, а то, что злое. Да. And this is where he slips in, he says, cling to what is good. И потом он говорит о том, что прилепляйтесь к добру. Next he says we're to be devoted to one another in love. И следующее он говорит, стих 10, будьте братолюбивы друг к другу. Again, this doesn't have to do with feelings. This has to do with commitment. То есть, опять же, это прежде всего речь не о чувствах, но это должно быть посвящение в этом. I met my wife when I was 14 years old. И я встретился с моей будущей женой, когда мне было 14 лет. She was 14 years old too. Ей тоже было 14 лет тогда.
And we knew each other, and then we got married when we were 25. И мы знали друг друга с 14 лет, но мы поженились, когда нам по 25 было. And I made a commitment to her И я сделал посвящение ей, that I would be faithful to her что я for the rest of my life. что я буду верным ей на протяжении всей моей жизни. I have to explain why I'm not wearing a wedding ring. И мне, может, нужно объяснить, почему у меня нет кольца. I broke my hand and it swelled up and I had to take my ring off. И я сломал свою руку, и она была опухшая, и мне нужно было это убрать, кольцо убрать. But that ring is a symbol of my devotion or my commitment to my wife. Но это кольцо, это символ моего посвящения к моей жене. Now, we have been married, this August we'll have been married 38 years. И в августе исполнится 39 лет, как мы женаты. Can you imagine anyone being married that long? Вы можете себе представить кто-то, кто женат так долго? Unbelievable. Просто невероятно. Okay, so I just want to tell you right now, again, Я хочу просто вам сказать прямо сейчас, she's not here, ее нет здесь сейчас, but there have been days in those 38 years но были дни на протяжении этих 39 лет, when I didn't feel a whole lot of love for her. когда я не чувствовал вообще любви по отношению к ней. I mean, you know, the kind of syrupy, the syrupy kind of sugary love, like, oh, that kind of love. I didn't feel like that every single day of То those есть 38 years. каждый Божий день я не чувствовал такие чувства, о, так я ее люблю, там, такого не было, не всегда такого бывает. But I do think I felt that way more than she has. Anyway. But the point, Но my point is that, мой пункт следующий, здесь моя мысль следующая. my point is that even though I haven't necessarily every single day felt like that, I have been devoted to her every Мысль day. следующая, если даже я каждый день я не чувствовал именно вот такую любовь по отношению к ней, но я должен был осознавать, что я посвятил себя для нее. And as you are committed to love other people, То есть, когда вы посвящаете себя для того, чтобы любить других людей, you are devoted to them. You're faithful to that task of loving them. и ты должен проявлять верность в этом плане. Paul then says that we're to honor others above ourselves. И Павел потом говорит, чтобы мы могли почитать других людей выше, чем самих себя. This doesn't mean that we have to hate ourselves or put ourselves down, Это не означает, что мы должны принижать себя или вообще, то есть не любить себя. but that we are to honor other people. We're to show other people that we care about them. Но мы должны почитать других людей, показывать другим людям, что мы о них заботимся. He says, never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor. That is, grow and be hot in your love for God. И 11 стих, он говорит, в усердии не ослабевайте, духом пламенейте, то есть возрастайте в своей любви к Богу. And what does this have to do with loving other people? И какое отношение это имеет вообще к любви к другим людям? Because as I said at the beginning, we don't naturally have it in us to love the way God loves. Как я сказал в самом начале, то есть естественно, чисто по-человечески, в нас этого нет, любить других людей так, как любит Бог. So we need the power of God in us. И поэтому нам нужна Божья сила в нас. We need the strength of God in us Нам нужно, чтобы Бог укреплял нас, to be able to love the way God wants us чтобы to мы были в love. состоянии любить так, как Бог хочет, чтобы мы любили. It says, be joyful in hope. И дальше сказано, что Now, утешайтесь надеждой или радуйтесь в надежде в его переводе. Okay. now, as I'm going through this list, И когда я иду по этому перечню, по and этому I'm only листу, about halfway through, I'm only about halfway through the и list. примерно до половины мы уже дошли, I know you're beginning to kind of think about what's going to happen next. и я уже чувствую, что вы уже кто-то из вас думает, а что же дальше будет. Or maybe, you know, what's that text I just got? И вот, What's that text I just got? What's the text I just got? или что за смс я только что получил сейчас. But what I want to do is to inspire you Но что я хочу делать? Я хочу вдохновить вас, to think that these are really good and positive things. что то, о чем здесь речь идет, это на самом деле хорошие и позитивные вещи. These are not things that are going to cost you a lot. И это не те вещи, которые вам много будут стоить. You're called to be joyful. То есть и написано, что нужно
учащаться или нужно радоваться в to надежде. be patient, Быть терпеливыми, to be faithful, быть верными, and to share with God's people those who are in need, to be kind and to be generous. и быть щедрыми, делиться с Божьими людьми, которые оказались в какой-то нужде. And then I love this next line. И мне нравится следующий It says пункт. to practice hospitality. И дальше сказано, чтобы мы могли упражняться в гостеприимстве или в странноприимстве. I have to tell you, Russian culture is a hospitable culture. И я должен вам сказать, что российская культура – это вообще гостеприимная культура. Russian people are hospitable people. Россияне – это очень гостеприимные люди, When you're in their houses. когда ты в их доме. And we can practice this. And maybe you aren't naturally hospitable, but you can practice this. И если даже вы естественно, вы такие гостеприимные, нужно этого практиковать, нужно упражняться в этом. Rejoice with those who rejoice. Mourn with those who mourn. Радуйтесь с радующимися, плачьте с плачущими. That is, be appropriate with people. Be appropriate. When they're happy, be happy. When they're sad, be with them in sadness. Будьте в соответствии с людьми. Если они радуются, порадуйтесь с ними. Если они в печали, то попечальтесь с ними. Because what you want to do is you want to not add stress to other people's lives. То есть вы не просто прибавляете стресс к жизни других людей. You want to be the person that when your friends see you coming, they say, oh, good, he's here. И вы хотели бы быть, вы должны быть такими людьми, когда ваши друзья видят, что вы приближаетесь, они говорят, о, как хорошо он подходит или она подходит. Or, oh, good, she's here. О, как хорошо она здесь. Things are going to be better now that they're И here. значит, все будет намного лучше, чем было до этого. Think about your friends. You know who that is. Подумайте о своих друзьях. Вы знаете, кто они. And you know the people around you that are just, they're a lot more work than they are helpful. И, They're more work. They cost you more work. и вы знаете таких людей вокруг вас, которые вас, из-за кого вам приходится больше трудиться или прилагать усилия. То есть, Be that person that people want to be around. но будьте такими людьми, вокруг которые другие люди хотели бы быть, или рядом с которыми хотели бы быть другие люди. Paul says, don't be proud. Павел говорит, не гордитесь, то есть не будьте высокомерными. Welcome the low people, welcome the high people, the people of low position, the people of high position. Verse 16. 16 стих. Будьте единомысленны между собой, не высокомудрствуйте, но последуйте смирением, не мечтайте о себе. Don't be conceited. Don't think too highly of yourself. То есть не думайте слишком высоко о себе. Don't repay people bad for evil. То есть не надо воздавать злом за зло. Let me tell you, preaching is a difficult thing, isn't it? Позвольте сказать, проповедовать это сложное дело, не так ли? It's difficult because you have to live what you say. Это сложно, потому что тебе нужно жить в соответствии с тем, что ты говоришь, поступать соответственно. I knew what I was going to talk about tonight. Я знал, о чем я сегодня буду говорить сегодня вечером. This afternoon, I went into a mall downtown. И сегодня после обеда я пошел, то есть, в торговый центр, магазин. And I went to buy a shirt. И я пошел купить футболку. And I took it up to the counter, the customer. Я подошел к кассе. Now, there are a lot of cultural differences between America, Sweden, and Russia. Есть некоторые различия в культуре, да, там в Америке, в России, там или в And Швеции. you don't know what these differences are until you're actually in the И situation. ты не знаешь, что это может быть до тех пор, пока ты не оказываешься в конкретной ситуации. So I walk up to the counter, and there's only one person working behind the counter. И я подошел ближе к кассе, и всего лишь один человек, который стоял перед кассиром. And there were about 5 of us standing in front of the counter. Одна касса работала, и где-то 5 человек стояло в очереди. But there was no line anywhere. То есть 5 человек было, но особо очереди не было. Now, in America, there would be a nice line. I would be standing like this. И в Америке было бы такое четкое, такая линия, такая очередь, я бы стоял таким образом. And in Sweden, there would be a nice line, and I'd be standing like this. А в Швеции это будет хорошая очередь, я буду стоять примерно на подобном расстоянии. But this was Russia. People were all over the place. А это были россияне, все просто были рядышком, здесь. And it seemed like they were in groups of people. И сложилось впечатление, как будто это группа людей. And I couldn't figure out,
Я не мог разобраться. So I'm standing there, И я стою тут, trying not to look like a foreigner. и я пытался не выглядеть как иностранец. So I wasn't smiling. Я не улыбался. This took me years to perfect. И мне годы потребовалось, чтобы вот такое выражение, короче, как бы. This is my Russian street face. Это мое лицо, когда я на улице в России. So I'm standing there, Так, я стою там, and these two guys come up, и эти два парня подходят, and they're wearing tight t-shirts with big arms, и у него, то есть они такие крупные такие, они были в футболках. and they just kind of walk up to the counter and lean on the counter. И они подошли прямо к кассе, And I don't know where they came from, и я не понял вообще, откуда они взялись. but I'm not going to be pushed around by them. И я не хочу, чтобы меня вообще они отодвинули. So I'm standing my ground, И я стою вообще крепко на ногах. and I kind of step in like this a little bit. И я пытаюсь чуть-чуть, как будто им. And this guy, he's got his money in his hand. He looks at me. He says, "I'm next." И этот человек вообще у него держал деньги в руках, он говорит мне, я следующий. My natural reaction. Моя естественная реакция. Remember I talked about how sinful we are, И and помните, я говорил, что настолько мы, вот наша греховная натура, sometimes we don't care so much about the other person. иногда мы не всегда заботимся о других людях. My natural reaction Моя естественная реакция, was to say, "I'm here first. You have to wait." это было сказать ему, послушайте, я тут первый стою, но раньше вас стою, вам нужно подождать. I had 3 problems with that. Но у меня было 3 проблемы с этим. Problem number 1, Проблема номер 1. this guy was big and young and strong. И этот человек был намного моложе и крепче для меня, сильнее. Number 2, Проблема номер 2. I didn't know how to say it in Russian. Я не знал, как это сказать по-русски. And number 3, И проблема номер 3. I knew I was going to preach this sermon Я tonight. знал, что сегодня вечером я буду проповедовать об этом. And I thought, what would Jesus do? How И would Jesus я love this просто man? мысли подумал, как бы Иисус отреагировал, что бы Иисус сделал. So I stood aside Так что я отступил немного. and I began to realize, Я начал осознавать. I think this is a cultural problem. Ну, подумал, может быть, это просто такая культурная проблема. I think maybe he is next and I don't know how. Может быть, действительно он следующий, а я не знаю, как это тут все происходит. So I'm feeling terrible about myself. И я чувствую плохо себе. I'm thinking one more time I've let God down. И I disappointed God. еще я почувствовал внутри себя, что еще один раз я как будто расстроил и разочаровал Бога. So I'm standing there watching him. И я просто стоял и наблюдая за ним. He gives the woman his money И он отдал кассирше деньги свои. and she looks at him, she makes his change and then she looks at him and says, "Do you have 10 rubles?" И она смотрит на него, на этого парня, говорит, что если 10 рублей, нам нужно 10 рублей еще дать. Есть у тебя 10 рублей? Doesn't that happen all the time to you? Where you need for the proper change, you need 5 rubles or 10 rubles? И когда, бывает иногда у вас для того, чтобы размен, вам дали сдачу, требуют, дай 5 рублей или 10 рублей там и так далее. So he says, he does this and he goes, "No, I don't have it." Он посмотрел и говорит, нет, у меня нету. So I pull it out of my pocket И я вот взял из своего кармана, и я предложил ему. and I said, "Here, take mine." Я сказал, пожалуйста, ты можешь взять. Он сказал, "Нет, спасибо тебе, американский." No. We have to practice. Друзья, нам нужно We практиковать. have to make a decision to be like Jesus. Нам нужно делать или принимать решение быть как Иисус. You have to want to love. Вы должны захотеть любить. You have to decide to love. Вы должны решить любить. You have to be intentional about love. Вы To должны love. быть намеренно захотеть любить. And then the last thing that Paul says here, И последнее, что Павел упоминает здесь, if it's possible, он говорит, насколько это возможно, если это возможно. as far as it depends on you, Это 18 стих. Если возможно с вашей стороны, то есть насколько это зависит от тебя,
Okay, this entire list has been imperatives. Do this, do this, do this, do this. Помните, что весь этот перечень, тут были все повеления, императив. Делайте так поступайте, так поступайте. And now Paul says, if it's possible, А as far as it depends on you, здесь уже Павел говорит, если это возможно с вашей стороны, live at peace with everyone. будьте или живите в мире со всеми людьми. Cling to what is good. Прилепляйтесь к тому, что доброе. Love is good. Любовь добра. Love like God loved us. Любить так, как Бог любит нас. Amen. Аминь. Let me pray for you. Позвольте, я помолюсь за вас. Would you please stand? Пожалуйста, давайте мы встанем. Heavenly Father, we thank you and praise you tonight. Отец Небесный, мы благодарим Тебя и мы славим Тебя We вечером. thank you that you are love and you love us. Мы благодарим Тебя за то, что Ты есть любовь и Ты любишь нас. Thank you that you love us in the person of Jesus Christ. Мы благодарим Тебя за то, что Ты возлюбил нас в личности Иисуса Христа. We thank you that you love us through the power of the Holy Spirit. Мы благодарим Тебя за то, что Ты любишь нас силой Духа Святого. God, I pray for all of these people that are here tonight. Господь, я молюсь за всех людей, которые здесь сегодня вечером. I pray that as they look at the people around them, the people that it's easy to like and the people that irritate them, И я молюсь, чтобы они, Господь, когда будут озирать вокруг себя на людей, кого легко любить и кого нелегко любить. I pray that you would give them eyes to see them as you see them. Но я молюсь, чтобы Ты дал им глаза смотреть на людей так, как Ты смотришь на людей. Help us, God, to decide to love those around us. Помоги нас, Господь Боже, мы могли принять решение любить тех, кто есть вокруг нас. Help us to be at peace with everyone. И помоги нам быть в мире со всеми людьми. Hallelujah. Аллилуйя. Имени Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. И на этом наше служение, оно подошло к концу. Мы ждем вас всех в следующую пятницу, здесь же. Завтра мы также собираемся, как начали делать это по субботам, играть в настольные игры в 2:2, в 4 часа. Приходите, призовите своих друзей, приносите что-то к чаю. Все, с миром Божьим, народ Божий.